Привет, друзья! Сегодня экспериментирую, прикрепила микрофон. Не знаю, будет ли лучше слышно или будет наоборот хуже. Проверим. Вот. Хотела поделиться вот сегодняшними продажами. Февраль вообще начался как-то неожиданно очень хорошо относительно января. Сегодня 5 посылок уже отправила. Их заснять даже не успела. Вот. Хотела поделиться сегодняшними. Вот на данный момент вот пока 2 работки. Это моя постоянная покупательница из Техаса, штата. Купила она и еще, я так подозреваю, ее, наверное, знакомые. Вот, они просто выкупили у меня всех ковбоев, которые у меня были. Вот один остался, ну, подозреваю, что и он на очереди. И вот эта маленькая работка, портрет, я его писала еще в 22 году. Вот, такой вот интересненький. И впервые вот мне написал покупатель из Греции. Греция у меня вообще закрытая была, я ни разу не отправляла туда и как бы, не знаю, не открывала Грецию. И, если честно, даже не знаю условия отправки и как вообще посылка дойдет. Ну вот мне написал покупатель, что отправляете ли вы в Грецию и что он хотел бы приобрести вот эту работу. Вот. Ну, я, конечно же, открыла ему доставку, то есть ну, доступ к магазину, ну, то есть чтобы он смог приобрести, и попробую завтра отправить. Работа поедет на, я так поняла, что остров Крит. Вот. Такая малюська. Вот это то, чем я хотела поделиться на данный момент. Уже следующий день. Ночью мне пришел заказ на один из 2 заказных листингов, которые у меня есть. Вот на него пришел заказ. Буду я писать его уже, не знаю, в который раз, но в этот раз самый большой формат, то есть 40 на 50. В таком формате я его еще не писала. Обычно это были 30 на 40, наверное, максимальный размер, который я писала, в котором я писала эту работу. Вот, наверное, не буду вставлять я полностью видео, нужно быть максимально мне сейчас сконцентрированной, чтобы удалось сделать максимально похоже на сам листинг, чтобы сходство было. Клиент, естественно же, когда покупает заказной, он хочет, чтобы это было прям как на фотографии. Ну, этого как бы ожидает, естественно. Вот, поэтому нужна концентрация здесь. Поэтому я, наверное, просто покажу вам потом в ускоренном или как-то, то есть оставлю, чтобы это вот. Хотела просто к предыдущим видео были комментарии по поводу как и на что я, вот пока намечаю, я расскажу, как и на что я снимаю оборудование. Это вот. Такого прям как оборудования, я не знаю, профессионального у меня нет. На данный момент я снимаю на свой телефон. У меня 13-й iPhone, он неплохо снимает. Есть возможность загружать в 4К. Вот. И штатив обычный тоже как бы не самый дешевый, не самый дорогой, то есть средний. Потом я прикреплю, покажу видео, фотографии. Вот. И у меня комплект микрофона, вот сейчас я его тоже прикрепила, его использую. Такая петличка обычная. Вот. Не знаю, как насчет звука с ним, и толком я его не тестировала. Это вот я первый раз я с ним снимаю. То есть до этого не было у меня шанса его проверить. То есть как бы не могу ничего сказать по этому поводу. Ну, собственно, это как бы и все оборудование, которым я пользуюсь. Вот. Вот такие 2 пиончика.
Вот. Ночью пришел заказ, кстати, это моя юбилейная 800-я продажа. То есть в магазине 800 продаж теперь. Круглая цифра такая. Это у меня получается за 2 года, да, 2 года и 2 месяца где-то, плюс-минус. Ну, будем говорить, за 2,5 года, если грубо считать 800 продаж. Мона, ну что ты тут делаешь, а? Что, воняет? Сейчас пишу с разбавителем. Он хоть и не очень такой, не сильно вонючий, но все равно пахнет. Давай уходи. Вот она любит здесь походить обязательно. Это ее, чтобы без нее тут ничего не делалось, ничего не происходило. Контроль качества. Вот. Ну, в общем, я начну, наверное. Кисть мне, наверное, побольше нужно. Потихоньку буду намечать. А вам, наверное, поставлю, не буду ставить все видео конкретно этой работы. Просто вставлю какие-то моменты, либо в ускоренной, что-то такое. Вот. Потому что буду много молчать, наверное, и это вам будет не очень интересно. Сделала себе кофеек. И немножко надо со стороны посмотреть на эту работу, посмотреть, что на исходник, что не хватает, что нужно добавить. И буду дальше продолжать больше уже, как бы это такое вот, как, ну, чуть больше, чем подмалевок. Уже даже фактура намечается. Вот. И нужно больше уточнять детали уже по цветам немножко, вот, чтобы мазки вот похожие были на мой вот исходник, с которого я пишу эту работу. В общем, ну, наверное, все-таки вот, ну, 50% точно, даже 60% работы уже выполнено. Уже радует. Всегда большие работы мне даются сложнее, морально сложнее, чем маленькие. Наверное, поэтому у меня и миниатюр больше.
общем-то, записывала я видео, говорила, там рассказывала, был вопрос по поводу сайта, и оказалось, что у меня микрофон сел. Это вот, кстати, насчет оборудования. Э, т- Теперь придется это видео, я не знаю, что я буду с ним делать, но придется рассказывать все заново. В общем-то, по поводу моего сайта. Э, Сайт у меня сделан на обычном конструкторе. А, Конструктор, он от Гугла. Есть, наверное, и у других источников. Я, если честно, в этом я не специалист. Я так лишь поверхностно знаю. Этим занимался мой муж. Вот благодаря ему у меня есть свой сайт. То есть он его сделал на быструю руку, поскольку времени не было. И этот сайт на конструкторе от Гугла. Он проплачивается каждый месяц за пользование самим конструктором. И на таком конструкторе можно сайт собрать буквально за один день. Вот. Минус заключается в том, что за него нужно платить каждый месяц, так как, допустим, мы платим там, за галерею какую-нибудь там или еще что-то. Вот. То есть в этом заключается минус. А так в остальном все удобно. Я не делала, то есть на самом сайте, поскольку фирму я еще не открывала, на самом сайте покупку произвести нельзя, но идет переадресация на мой магазин. То есть если клиент какой-то нашел меня через сайт, то он может перейти по ссылке, ну, кликнув на любую работу, вы можете также зайти и посмотреть, что это такое. Попутно пишу арбузики, вот, чтобы вам было интересно и слушать, и смотреть. Вот, вы можете перейти у меня в описании к видео я обычно прикрепляю там ссылки, пока они не кликабельные, но название вы можете увидеть и перейти по моему сайту. То есть мы выкупили домен и уже и собрали сам сайт. Очень простой, то есть это что-то вроде как лендинга. Вот. То есть в дальнейшем, конечно же, есть планы по поводу насчет того, чтобы создать нормальный, не проплачивать каждый месяц, потому что, ну, это накладно, там в районе около $30 что-то выходит, 27, вот я сейчас не вспомню точно. Вот. И, конечно же, есть, но это нужно время, которого пока что не было. Я этим заниматься как бы я не умею, и поэтому жду как бы лучших времен. А пока конструктор. Вот. Это то, что касается самого сайта. Выдавила красочек. Хочу сделать такую небольшую работку с арбузами. Не знаю, почему. Или как правильно будет, с арбузами. Так, что-то мне захотелось. Такое вот объемное. Вот. Ну, есть, например, можно делать сайт на WordPress. Но знаю, что есть много в интернете, как бы можно обучиться, я не знаю, в бесплатном доступе, как, но в платном доступе точно есть. Ну, то есть там и курсы есть, продают, и с наставничеством, то есть вам помогают делать сайт. И так, как бы вариантов много. Но как бы, как по мне, то сайт это очень, как бы это здорово, это классно. Но, например, именно продавать на своем сайте, ну, это нужно очень много вложить денег в рекламу, и это вот, чтобы вообще этот сайт как-то куда-то вышел, и кто-то его увидел.
то есть это скорее больше нужно, например, если вы хотите подаваться в какую-то галерею или вот они смотрят на наличие сайта, где, в каких выставках вы участвовали, то есть вот онлайн-галереи, к примеру. И как бы это как пунктик в вашем резюме, скажем так. Ну и это уже больше как бы обозначает вас как художника, то есть это статус дает определенный, что вот наличие самого сайта. Но вот сказать, что я через него как-то я продаю, нет, это вот скорее просто, чтобы прикреплять, чтобы меня видели, чтобы когда в интернете, допустим, забить вот обо мне, узнать какую-то информацию, чтобы человек мог найти мой сайт и посмотреть все там. Вот. И в том числе и источники, на которых желающие могут приобрести, допустим, мою работу. В дальнейшем я бы очень, конечно же, хотела бы, чтобы на самом сайте тоже можно было осуществлять продажу, но, насколько я понимаю, это нужно будет открывать фирму, то есть сейчас как индивидуальная, да, вот идет уже для дальнейшего по местным тут законам. Как бы я еще об этом подробно не узнавала, надо будет узнавать. Вот. Но это уже будет подальше туда, когда я соберусь, когда и буду уже налаживать. Вот я еще тут хотела парочку таких. Раз, два, три. Вот. Ну, с этим микрофоном он, конечно же, меня подвел. Я рассказывала, так складненько все получилось вроде бы. И как посмотрела, то есть я уже приостановила, я уже даже с вами попрощалась. Я дописывала как раз ту предыдущую заказную работу. И, и когда я закрыла видео, открыла проверить, и просто видео э, без звука. Ну вот это к вот этим вот микрофонам. То есть, опять же, я пока только их тестирую, и я не знаю, какое лучше. Ну, вот пока как бы он, в принципе, потребности закрывает. Но нужно следить внимательнее, чтобы зарядка была, чтобы не севший был, потому что вот так вот выходит, приходится повторно это все рассказывать. Вот. И я все собираюсь на почту, собираюсь, и как-то у меня такое бывает, что нет сил писать, как-то даже дело не в настроении, как-то вот морально тяжеловато бывает. А вот сегодня как-то и большую работу написала. И вот даже захотелось мне написать арбузик. Не знаю, как-то вот от чего это зависит, непонятно. Всегда по-разному. Но иногда прям вот я чувствую, что что-то вот мне как бы и хочется, но прямо вот сил нет писать даже. Хотя хочется. И от одной даже работки очень сильно вот устаешь. А иной раз как-то садишься и прямо вот рука сама идет. И вот. Какие темы вам еще, на какие темы вам еще рассказать? Вот прямо идеи мои закончились. Был вопрос, точнее, по вот этому, и все. Я это озвучила.
музыку накладывать на видео мне тоже, если честно, не хочется. Э, Потому что, ну, сложно. Потом приходят за авторские права, там всякая вот эта вот история. Кстати, вот я и вспомнила тему, о которой я вам могу рассказать. По поводу авторских прав. Была у меня такая ситуация, э, э, не помню, это, наверное, где-то месяц август или сентябрь. В общем, я для создания референсов раньше я брала из разных источников, писала, когда только вот учебные работы, вот такое. Я и из Пинтереста, и везде брала для референсы для работ. Вот, но потом я, ну, чтобы во избежание всяких вот таких подобных проблем, я стала пользоваться искусственным интеллектом. То есть просто генерирую в искусственном интеллекте эм, то, что мне нужно, и выходит уйма разных вариантов. И то есть это меня спасает, поскольку, ну, вот для работы в мастерской это, ну, просто необходимая вещь. Меня очень выручает. Вот, конечно же, очень классно писать с натуры, это мне тоже очень нравится. Иногда я тоже ставлю натюрморты тут в мастерской какие-нибудь, вот, но м, иной раз, допустим, на данный момент вот у меня арбузов у меня нет сейчас, а написать очень хочется. И я вот, допустим, генерирую в этом искусственном интеллекте себе, выбираю, вот что мне нужно, и как обычно уже передо мной стоит просто картинка, и начинаю плясать от нее уже во все стороны, в какие мне хочется. Вот. Собственно, случилось такой случай, что в магазине на Etsy у меня была маленькая миниатюрка с птичкой. В общем, малютка. Вот. И я тоже ее писала с референса с искусственного интеллекта. И мне пишет какой-то мужчина по поводу того, что вы воспользовались моей фотографией для написания этой работы. И отправляет там, ну, права собственности, там фотографии, его фотографию. Да, действительно, птичка была похожа, но как бы я-то знаю, откуда я ее писала. Вот, и, в общем, я ему написала, что я сначала как бы испугалась, потому что я побоялась, что могут закрыть магазин, и то есть такие вот, ну, неприятности мне как бы э, создаст он. Вот. И я написала ему, что я вашу не пользовалась, в общем-то, вашим референсом. Я использую искусственный интеллект для подобных дел. И, и в данном конкретном случае также воспользовалась. Ну и он, естественно, он написал в поддержку, видимо, Etsy, там он пригрозил мне, что я там закрою ваш магазин, либо вы мне выплачиваете там эм, стоимость, там, я не помню, около $100, что-то такое. Я не знаю, это либо какой-то очередной вид мошенничества, либо это, не знаю, в последнее время вообще очень много приходит сообщений, особенно вот в последнее время вот прям 4 в подряд, каждый день. Якобы это техподдержка, прям сообщение от support, что ваш аккаунт приостановлен, и вы должны там перейти по какой-то ссылке. Вот вообще никогда не переходите ни по каким ссылкам. Я сразу их отправляю, конечно же, в спам, потому что, ну, если Etsy сам приостанавливает ваш аккаунт, он однажды у меня было такое для того, чтобы подтвердить, я меняла там то ли банковский счет, или что-то, вот я не помню. И э, чтобы подтвердить вашу личность, он просто без всяких сообщений, он приостановит ваш аккаунт, но не нужно ни по каким ссылкам переходить, это точно.
Вот, и я тогда вот насчет этой фотографии, что вот, и, в общем-то, чем это закончилось, Etsy просто деактивировал мой этот листинг один, и все. Не было никаких ни других всяких там жалоб или разбирательств. Просто деактивировал листинг и не знаю, то есть я могла бы подать обратно там какое-то разбирательство, но, если честно, у меня не было ни настроения, ни желания этим заниматься. То есть я лучше свою энергию потрачу в другое место. А насчет спамов и вообще вот то, что пишут в магазин в последнее время очень много приходит от суппорта, что аккаунт ваш приостановлен, перейдите по этой ссылке, что чтобы вас там разблокировать или там подтвердить вашу личность или вот в таком духе. А я смотрю, у меня ничего не приостановлено, продажа, только что продажа была и как бы все в порядке. Ну, как-то странно. Если переходить по этому аккаунту, то я Белила хотела, я вспомнила. Если переходить по этому аккаунту, то аккаунта не существует сразу же, высвечивается это вот. То есть я не знаю, почему сам Etsy не блокирует таких. То есть аккаунт не существует, но тем не менее сообщение, эта ссылка осталась. Почему он никак ничего не делает? А это получается, наверное, на протяжении где-то 2 недель. Вот у меня чуть ли не каждый день приходили такие сообщения. Так что у кого магазины, будьте осторожны, никакие ссылки, никуда не переходите. Если Etsy вам что-то захочет на вас занесем или приостановить аккаунт там по каким-то причинам, он и так это сделает без предварительных каких-то сообщений или там то есть они сразу приостанавливают и как бы требуют от вас там в настройках, чтобы вы, допустим, подтвердили свою личность или там добавили какие-то документы, или по какой причине они вас... Вот. Нужно быть готовым к тому, что вообще разные ситуации случаются. И вот. Нужно как бы быть, когда выходишь на такую любую площадку, нужно быть осторожным. На eBay тоже у меня были разные виды мошенников. Но я не знаю, как-то меня пронесло, вот каждый раз проносило. Я ни разу не попадалась, скажем так, на их удочку. Слава богу, таких прецедентов не было. Вот. Никто не застрахован, как говорится, они каждый раз изощряются. Все больше и больше, различные какие-то способы выдумывают, придумывают. Вот. Я не знаю, что они делают, потом с этими аккаунтами, выводят оттуда деньги или, честно, вот я даже не представляю, что они с этим делают. Но в любом случае ситуация неприятная. То есть мне бы не хотелось. Потом это сложно очень вернуть аккаунт обратно. Сложно вообще до Etsy, сложно дописаться. Они только когда им что-то нужно, они только тогда сами вас находят. Ну, если что-то нужно вам, я не знаю, как это, очень сложно. Потому что раньше еще как-то было, они отвечали, живой человек, а сейчас одни роботы. И я пыталась даже по поводу вот этих сообщений, я пыталась написать им, узнать, в чем дело и вообще в курсе ли они, но робот просто переадресует меня к одному, к другому, к третьему, и в итоге как бы ничего. И
То есть да, там даже такого раздела нет, чтобы вот пожаловаться на мошенничество. Вот. А насчет авторских прав, да, вот тоже появилась такая вот история. Не знаю, как, насколько мне известно, вообще все друг у друга что-то берут. И с Пинтереста очень многие пишут. Я тоже писала раньше, вот сейчас, ну, как бы меняла, я пользовалась, соединяла как-то, меняла кусочки, как-то идеи брала, ну, вот в таком духе. Сейчас стараюсь вообще не пользоваться, потому что это, ну, вообще как бы это и нехорошо, и эм, лишние проблемы может доставить. Да кому это надо? Но даже вот, при таком раскладе, когда пользуешься, искусственным интеллектом, он как бы генерирует же из сети все, просто он делает их, меняет, сами эскизы, но все равно, идеи и все он берет же из того, что есть, в интернете. И понятное дело, что где-то что-то может быть похоже, но потом иди докажи, что ты пользовался вот этим, а не вот этим. И вообще, зачем это доказывать, я не знаю. Ну, сама ситуация не очень приятная. Вот. То есть, как бы еще и об этом нужно думать. Вот. Погода наладится, вот я очень хочу почаще выбираться на пленэры. Очень мне не хватает, вот хочется какие-то писать вот поля, там всяких коров, барашек, овечек, не знаю, это вот прямо хочется, а нет возможности. То, что все равно, то, что даже я сгенерирую, вот какие-то эскизы делаю, ну, это все равно не то. Вот, то есть как бы оно меня выручает, но хочется все-таки писать с натуры, хоть иногда. Вот. Ну, практически я думаю, что работка готова. Сейчас только тень мне не очень нравится, тональность ее. Надо бы ее чуть-чуть подправить. Наверное, на сегодня это у меня последняя будет работка. Пойду я заниматься своими делами, другими, которые у меня накопились. Хочу на спорт пойти, уже не была несколько дней. А когда не хожу какое-то время из-за вот того, что постоянно сижу и начинает спина болеть, у меня проблемная спина еще с детства, смещенные позвонки. Вот, и если я с ними не занимаюсь, то потом они мне дают о себе знать, напоминают. Вот. Раньше было прям, ну, йога меня, конечно же, спасает. Йога. И чтобы держать мышцы в тонусе, обязательно спорт. И вообще, вот так вот сидеть долго, когда ты вот дышу вот этими масла, растворители, разбавители, вот это вот оно, аж вот у меня голос садится от этого. Так, ну, вроде бы неплохо. Открою еще раз. Ну, в общем, это, пожалуй, все. Сейчас я ее подпишу и высыхать. А потом решу, нравится она мне или нет. Скажите, напишите, точнее, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вам работка? Понравилась? Не понравилась? Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. В общем, я буду рада любому отклику.
Вот. Всем пока! Рада была записать очередное видео для вас. Надеюсь, оно вам понравится. До новых встреч!